Привет! Ты тоже часто приходишь в этот репер-кафе? Привет. Да, я люблю сюда приходить. Здесь уютно. Я первый раз сегодня. Уже успела починить тостер. Здорово. Сложно было его чинить. Нет, не очень. Мастер помог мне найти проблему. Просто был плохой контакт у провода. Молодец. Я обычно сам чиню лампы. О, ты умеешь паять провода. Немного. Наставник Михаил учил меня. Я хочу научиться. Очень полезный навык. Давай, я покажу тебе после чая. Все не так сложно. Супер! Спасибо большое. А ты сегодня что-то ремонтируешь? Да, у меня есть старый радиоприемник. Он не включается, хочу попробовать починить. Мне кажется, здесь кому-то всегда можно помочь. Это правда. Тут все делится опытом и советами. Я заметила, атмосфера очень дружелюбная. А еще тут готовят вкусный чай и пироги. Да, я уже попробовала пирог с капустой. Мои любимые пирожки с картошкой. А где ты научился ремонтировать вещи? В школе у нас был кружок по технике. Потом начал смотреть видеоуроки в интернете. Я видела мастер-классы на Ютубе. Но все равно иногда боюсь что-то испортить. Главное не бояться. Ошибки – это опыт. А тут всегда поможет кто-то из волонтеров. Сегодня мне помогла девушка из Волгограда. Я знаю ее. Она хорошо чинит бытовую технику. В следующий раз возьму сюда сломанные часы. Отличная идея. Скоро научишься и сама все чинить. Спасибо, теперь я точно буду сюда приходить чаще. Здравствуйте. Вы тоже часто паркуете здесь велосипед? Да, я здесь почти каждый день. А вы? Я тоже. Это удобно, недалеко от работы. Согласен. Мне нравится этот велопаркинг. Здесь спокойно. Вы давно катаетесь на велосипеде по городу? Уже 3 года, с тех пор, как переехал в Москву. А я начала ездить прошлым летом. Раньше боялась. В Москве много велосипедных дорожек. Это удобно. Да, но иногда на дорогах бывает опасно. Тут главное быть внимательным и носить шлем. Да, я всегда надеваю шлем и светлый жилет. Это правильно. Я тоже всегда в шлеме. А вы ездите на работу на велосипеде каждый день? Почти всегда. Только когда идет дождь, беру автобус. Я тоже не люблю кататься в дождь. Слишком скользко. Сколько времени у вас занимает путь до работы? Около 20 минут, если нет пробок на дорожках. Мне минут 15. Очень удобно и быстро. Любите кататься по выходным? Очень. Часто езжу с друзьями в парк Сокольники. Я обычно катаюсь по набережной. Там красиво. Да, набережная – отличное место для велопрогулок. А как вы ухаживаете за велосипедом? Я его мою раз в неделю и проверяю тормоза. Я тоже стараюсь следить за цепью и шинами. Зимой вы ездите на велосипеде? Нет, зимой я не катаюсь, слишком холодно. Понятно. Я иногда пробую, но очень осторожно. Вы живете далеко от этого паркинга? Нет, мой дом в 10 минутах отсюда. Очень удобно. Я надеюсь, паркинг будет работать всегда. Я тоже на это надеюсь. Было приятно поговорить. Взаимно. Желаю вам хорошей поездки сегодня. Здравствуйте. Извините, а вы знаете, как работает этот автомат?
Здравствуйте. Да, конечно, я недавно здесь печатал фото. Спасибо, я в первый раз пользуюсь таким аппаратом. Ничего страшного. Это несложно. Сначала надо включить экран. Просто нажать на кнопку питания здесь справа. Да, верно. Теперь появилось меню на экране. Как выбрать фотографии для печати? Вам нужно вставить флешку или подключить телефон к USB. Я принесла флешку. Вот здесь разъем. Да, вставьте флешку сюда. Сейчас откроются папки. Появились мои папки. Что делать дальше? Выберите папку с нужными фотографиями. Я выбрала. Теперь нажать на фотографии. Да, выбирайте фотографии, которые хотите напечатать. Можно напечатать несколько сразу. Конечно, отмечайте все нужные и нажимайте «Далее». Появилось меню размера фотографий. Какой выбрать? Самый популярный размер 10 на 15 сантиметров. Спасибо за совет. А сколько стоит одна фотография? Цена указана на экране, обычно 20 рублей за штуку. Печать занимает много времени. Нет, обычно все готово за от 2 до 3 минут. После печати фото выходят снизу. Да, они появятся вот в этот маленький лоток. А как оплатить печать? Только наличными? Можно оплатить картой или наличными, как вам удобно. Очень удобно. А если возникнут вопросы, кто поможет? Часто около аппарата дежурит консультант. Если его нет, вон там есть информация для связи. Спасибо вам. Теперь мне все понятно. Пожалуйста, Мария, удачных вам красивых фотографий. Спасибо большое, Евгений. Хорошего дня. И вам отличного настроения. Добрый день. Как приятно здесь находиться, правда? Здравствуйте. Да, атмосфера очень теплая и уютная. Я вспомнила, как участвовала тут в школьном конкурсе. Это было уже много лет назад, но я до сих пор помню. Правда, я тоже когда-то здесь выступал на Олимпиаде. Серьезно? На какой Олимпиаде вы участвовали? По математике. Я представлял нашу школу из Самары. Здорово. А у нас был конкурс чтецов, я читала стихи. Помню, очень волновалась перед выходом на сцену. Я тоже всегда волновался. Перед жюри было страшно. А тебе удалось выиграть приз тогда? Я занял тогда 2-е место, но был очень рад. Поздравляю. 2-е место. Это замечательный результат. Спасибо. Для меня это было большим событием в школе. А я заняла 1-е место на нашем конкурсе чтецов. Моя учительница очень гордилась мной, дарила цветы. Как приятно. Учителя всегда поддерживали нас тогда. Да, в детстве все кажется намного ярче и важнее. Помню, после конкурса мы устраивали чаепитие. У нас тоже были чай и пироги после праздника. Как жаль, что такие события редко бывают у взрослых. Согласен. Взрослым тоже нужны теплые встречи. Иногда я рассказываю детям о своих успехах в школе. Это хорошая идея. Детям нравятся такие истории. Прохожу по этим залам и вспоминаю школьные годы. Я тоже. Здесь стены словно пропитаны воспоминаниями. Может быть, стоит предложить устроить новый конкурс? Замечательная мысль. Можно пригласить школьников. И дать им почувствовать радость победы и поддержки. А еще поддержать талантливых детей из нашего города.
Давайте расскажем об этом организаторам центра. Обязательно. Хорошие идеи всегда нужны людям. Спасибо за теплую беседу. Было приятно вспомнить. И вам спасибо, приятных вам воспоминаний и вдохновения. Привет, Игорь. Как проходит твой рабочий день здесь? Привет, Анна. Все хорошо, но иногда трудно сосредоточиться. Да, когда много людей, становится шумно. Согласен, я часто надеваю наушники, чтобы не отвлекаться. Хорошая идея. Я тоже слушаю спокойную музыку. А еще я стараюсь садиться у окна, там светлее. Мне нравится сидеть рядом с растениями. Это помогает расслабиться. Кстати, ты берешь с собой чай или кофе? Да, я всегда приношу чай в термосе. Так уютнее работать. Я покупаю кофе внизу. Это мой ритуал перед началом работы. А как ты борешься с усталостью? Я делаю короткие перерывы и немного гуляю здесь. Я иногда выхожу на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Это помогает мне переключиться и снова сосредоточиться. Ты пользуешься ежедневником? Да, я пишу список дел на день. Это очень помогает. Я вот пробую приложение для задач на телефоне. Ого. Посоветуешь что-нибудь простое для андроида? Могу показать тебе свое приложение после обеда. Спасибо, будет интересно узнать. Ты часто работаешь в этом коворкинге. Да, уже 2 месяца. Мне здесь нравится атмосфера. Согласен, очень уютное место и много света. Не мешают ли тебе чужие разговоры? Иногда да, поэтому я выбираю тихие часы для важных дел. Я тоже стараюсь работать утром, когда еще мало людей. А если очень шумно, ухожу в маленький зал в углу. Я не пробовала там сидеть, надо попробовать. Давай как-нибудь поработаем там вместе. Договорились, вдвоем работать веселее. Да, и главное поддерживать друг друга. Спасибо за советы, Игорь. И тебе спасибо, Анна, хорошей работы. Привет, Алексей, ты часто бываешь на ночном рынке? Привет, Оля. Да, я люблю гулять здесь вечером. Мне тоже очень нравится эта улица. Здесь так уютно. Сегодня много людей, все такие веселые. Я впервые здесь была летом, когда приехала в Москву. Правда? А какой твой любимый прилавок? Мне очень нравится лавка с пирожками и горячим чаем. А тебе что больше всего нравится пробовать? Я люблю жареный картофель и шашлык. А еще сладкая вата напоминает мне детство. Я вчера попробовала домашнее варенье. Было вкусно. Тут всегда продают свежие ягоды и овощи. Ты видел уличных музыкантов на углу улицы? Да, они играют очень веселые песни, настроение супер. Я бы хотела научиться так играть на гитаре. Это несложно, когда-нибудь и ты сможешь. Спасибо за поддержку, Алексей. Пожалуйста, Оля, ты всегда можешь на меня рассчитывать. А ты когда обычно приходишь на рынок? Чаще всего вечером, когда все фонари уже горят. Мне нравятся огни и гирлянды. Все так красиво. Да, атмосфера тут очень теплая и уютная. Ты уже пробовал местный квас? Говорят, очень вкусный. Да, я пил квас вчера, он действительно холодный и освежающий. А ты покупаешь на рынке что-нибудь на память? Иногда покупаю сувениры или браслеты ручной работы. Здорово. Я купила красивые сережки у одной девушки.
Здесь всегда можно найти что-то необычное. Мне здесь очень нравится. Я всегда встречаю добрых людей. И я тоже, Оля. Это место особенное для всех. Хорошо, что мы можем гулять здесь вместе. Да, давай почаще встречаться на ночном рынке. Привет, Алексей. Как у тебя дела сегодня? Привет, Марина. Все хорошо, спасибо. А у тебя? Хорошо, спасибо. Я хотела поговорить о наших фотографиях. Конечно. Ты про цифровые снимки на компьютере. Да. Я заметила, что у меня много старых фотографий. Иногда сложно найти нужный файл. Я понимаю. У меня такая же проблема иногда бывает. Я обычно сортирую фото по папкам. Ты создаешь отдельные папки для каждого события? Да, например, день рождения, поездка в Сочи. Интересно. Я просто сохраняю все на рабочем столе. А ты пробовала использовать специальные программы? Нет, никогда. Какие программы ты советуешь? Я использую Lightroom и иногда Google Фото. Мне нравится идея с Google Фото. Это бесплатно? Да, до определенного объема хранилища бесплатно. Здорово. Я люблю снимать на телефон и забываю сортировать. У тебя есть любимый способ сортировки снимков? Я ставлю метки на лучших фотографиях. Так потом легко найти хорошее фото для портфолио. Я бы хотела научиться делать альбомы для клиентов. Это несложно. Я могу показать, как я это делаю. Спасибо. Больше всего я путаюсь в датах. Иногда не помню, когда сделала фото. Я переименовываю файлы, дата и события. Например, 10 мая 2024 года, нижнее подчеркивание свадьба, нижнее подчеркивание Ира. Очень удобно. А ты хранишь резервные копии? Обязательно. Я использую внешний диск. Наверное, это хорошая идея. Я боюсь потерять фото. Лучше перестраховаться. Фото – это память. Ты часто удаляешь неудачные снимки? Да, стараюсь оставлять только лучшие. Спасибо за советы, Алексей. Очень полезно. Пожалуйста, Марина, рад помочь, если будут вопросы. Здравствуйте. Я хотела бы узнать про занятия на открытом воздухе. Здравствуйте. Конечно. Чем вы любите заниматься? Мне нравится ходить пешком и кататься на велосипеде. Здорово. У нас много маршрутов для прогулок и велоспорта. А есть группы для занятий или все индивидуально? Есть и группы, и персональные тренировки. Что вам удобнее? Я бы хотела попробовать с группой, это веселее. Прекрасно. Группы собираются по утрам и вечерам. Можно ли увидеть расписание групп? Да, вот на этом плакате расписание занятий. Спасибо. А что вы советуете для новичков? Для начала подойдут легкие пешие прогулки и йога в парке. Йога на свежем воздухе звучит интересно. Очень приятно заниматься на природе, особенно летом. А вы сами часто занимаетесь спортом на улице? Да, я люблю бегать утром, особенно в Парке Победы. Я была там. Там действительно красиво. Да, и трассы там хорошие, безопасные. А можно ли взять велосипед в аренду? Конечно, у нас есть прокат, паспорт при себе имеется. Да, паспорт у меня с собой. Сколько стоит аренда? 1 час 200 рублей. Есть скидка при длительной аренде. Понятно. А нужна специальная экипировка?
только шлем мы выдаем бесплатно. Отлично, спасибо. А какие еще есть активности? Есть занятия по скандинавской ходьбе и уличный теннис. О, теннис мне тоже нравится. Есть свободные корты. Да, на этой неделе есть утренние и вечерние часы. Я выберу вечер. Можно записаться уже сейчас? Да, я могу внести вас в расписание. Как вас зовут? Меня зовут Анна Петрова. Анна вас записал. Ждем вас на корте вечером. Спасибо большое. Вы очень помогли. Пожалуйста, хорошего дня и активных занятий. Привет, Игорь. Как у тебя дела? Привет, Ольга. Все хорошо, спасибо. Помнишь прошлые корпоративные спортивные дни? Конечно, они проходили как раз в этом парке. Здесь всегда была приятная атмосфера. Да, много зелени и свежий воздух. Очень люблю это место. А я больше всего запомнила эстафету. Ты тогда очень быстро бегал. Спасибо, я тренировался специально перед этим днем. А помнишь, как наша команда выиграла футбол? Конечно, мы все радовались и делали фото вместе. У меня до сих пор есть снимки того дня. Покажешь их как-нибудь? Было бы интересно посмотреть. Обязательно. Ты участвовал еще в волейболе, правда? Да, это моя любимая игра. Я играл вместе с Антоном и Мариной. Я тогда болела за вас с трибуны. Спасибо. Ты тоже участвовала, да, в бадминтоне, кажется. Да, я была в паре с Екатериной. Было нелегко. Вы молодцы, заняли второе место. Спасибо, мы старались. А после игр был пикник на траве. Все ели пироги и смеялись громко. Я помню, кто-то играл на гитаре. Было очень весело. Это был Андрей из бухгалтерии. Он всегда приносит гитару. У него хорошо получается. Настоящий музыкант. Согласна. Такие дни очень сближают коллектив. Безусловно. Жаль, что сейчас редко собираемся. Да, было бы здорово повторить такое мероприятие. Думаю, нужно предложить начальству новую встречу в парке. Отличная идея. Я тоже скажу об этом коллегам. А пока давай просто насладимся хорошей погодой. С удовольствием. В парке всегда так уютно. Да, и вспоминать дружные спортивные дни приятно. Хорошо, что у нас столько теплых воспоминаний. Привет, ты тоже арендуешь оборудование здесь? Да, привет. Я часто беру здесь велосипеды на прокат. Правда? Я здесь в первый раз немного волнуюсь. Не переживай, персонал всегда помогает выбрать. Спасибо, это приятно слышать. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей, а тебя? Я Ольга. Приятно познакомиться, Андрей. Мне тоже. Какое оборудование ты хочешь взять? Я хочу взять лыжи. Поеду в Сочи кататься. О, здорово. Я тоже люблю кататься на лыжах. В магазине большой выбор лыж. Да, тут много моделей. Можно найти по вкусу. А ты когда обычно арендуешь велосипед? Летом я часто езжу по набережной в Санкт-Петербурге. Это звучит очень интересно. Велосипеды хорошие. Да, они новые и ухоженные, никогда не подводили. А тебе приходилось брать что-то еще? Я брал ролики и сноуборд. Все в отличном состоянии. Мне нравится, что тут можно все примерить. Согласен. Я всегда проверяю, удобна ли каска.
А как долго можно держать оборудование? Обычно аренда на сутки, но можно продлить. Это удобно. Цены здесь высокие. Нет, цены разумные, есть скидки для студентов. Чудесно. У меня как раз есть студенческий билет. Обязательно покажи его на кассе, скидка 10%. Спасибо за совет. А если что-то сломается? Нужно сразу сказать сотруднику, они все исправят. Здорово, что сервис на высоте. Да, здесь всегда дружелюбная атмосфера. Теперь не боюсь брать оборудование на прокат. Все получится. Если что, спрашивай, помогу. Спасибо большое, Андрей. Ты очень добрый. Пожалуйста, Ольга, удачного катания в Сочи.